Пятый канал представляет. Геннадий Сергеевич, я вас понял. А потом Володя сказал, что это не то место, где прячется крест, по его словам. Я перезвоню. Привет, Антон. А я вот мимо проходила, думаю, дай-ка загляну. Не прогонишь? Ну, проходите, Ольга Валерьевна. Договорились. Оля. Ну да, Оля. Ты жучок на нее правильно поставил? Да, я все слышу. Ну как клиент? По-моему, он ей не рад. Зря. У нас на зоне одна майорша была. Зам по режиму. Вроде нее красивая баба. Мы с ней однажды, прикинь, стырили 10 ампулов. Тихо. Слушай, майор, давай на чистоту. Ты же понимаешь, что я не просто так пришла, правда? Правильно понимаешь. Разговор есть серьезный. Тебе стало известно, что Крест жив и что твой брат не застрелился. Более того, я знаю о том, И ты знаешь, что я об этом знал. Так вот, понимаешь, дело-то давнее, лет прошло много. Признаю, был такой грех. Помогла я этому кресту концы в воду спрятать. Так сложились обстоятельства. Но крови, Дима, на мне нет. Я этого не хотела. И кто это у нас? Сейчас посмотрим. ты покаяться пришла. А что, похоже? А нет, майор. Обстоятельства изменились. Чего бы это так? Вроде времени много прошло. И еще столько бы прошло, если бы ты не полез в это дело. Да, я должна отдать должное. Хватка у вас, майор. Бульдожья. Ну ладно. Теперь нам обоим мешает Крест. Тебе, потому что по его приказу был убит твой брат, а мне, потому что я ненужный свидетель. Я предлагаю сделку. Интересно. Я сдам тебе место, где прячется Крест, Так. а ты оставляешь это дело и заодно меня в покое. Паша. Пашка. Пашенька. Павел Валентинович. Пашка! Доброе утро. Доброе утро. Это что, завтрак в постель? Угу. Не понял, это что? А это все, что есть на завтрак. В смысле, тут ничего нет? Потому что для того, чтобы там что-то было, нужно сходить в магазин и купить продукты. Для того, чтобы пойти в магазин и купить продукты, нужны денежки. Сейчас. А там ничего нет. А там 2 фальшивые сотки. Блин. Ну ты же сама сказала новую машину купить. Вот я и залез в долги. Скоро еще и за квартиру платить. Ну ладно, ты что, не расстраивайся, я ж это, мужик, что-нибудь решу. Можно у Ленки одолжить. Очень по-мужски.
Ну ладно, ты чего, ну… Ты сказал что-нибудь придумаю, значит придумаю. Я вот таксовать начну. Главное, машина ж новая. Вот. А я уже все придумала. Вань, привет. Паштет, я ж тебе говорил, не будем мы твою Ирину искать, Да понял? не надо ее искать, что ты? Тогда привет. Дурь прошла. Приземленно мыслишь. Нашлась. Снова здорово. Тогда я пройду. Вань, надо поговорить. Я на работу опаздываю. Давай на ходу. Вань, мне нужна твоя одежда. Чего? Ну, в смысле, форма твоя, понял? Паш, ты сдурел, что ли? Да это не я сдурел, это Ирка, понимаешь? Ну, вздумалась ей поиграть. Ну, что она такая вся плохая девочка, а я такой суровый полицейский и наказываю ее. Слушай, у меня есть предложение получше. Вы приглашаете меня, и я наказываю вас обоих. Ты что, вообще хамил? Ты вообще краев не видишь, что ли? Короче, чем мне за это будет? Вот это вот уже конструктивный диалог. 3000. Ты что, сдурел, что ли? Это честь мундира, Паша! И чё? В плечо какие 3000? Вань, ну ты знаешь мое положение, ну нет у меня больше. Ну хочешь, я тебе мобилу сверху накину? Краденая, небось. Да ты чё, какая краденая? Потеряшка. Пашка, я ж по базе пробью. Вань, хорошо, давай я тебя месяц буду возить бесплатно. Куда ты хочешь? И 3. когда? Чё, 3? 3 месяца, что ли? Это грабеж. Ну, ладно, все, я понял, все. 3 месяца, 3000 и мобила. Так, Вань, ну… И хоть одно пятнышко мне поставишь, я тебе… Давай быстрее. Адрес Советская, 15/1, да. Машинка стоит во дворе. Вы приезжаете, я вам ее показываю. Да, все в порядке. Ириска! Ч. Что? Нет, машинка в порядке. Ну что вы, я с ребеночком особо не полихачишь, да. Когда удобно? А давайте в первой половине дня, потому что во второй мне ребенка из садика нужно забрать, да? Угу. Хорошо, спасибо. До встречи. Кажется, клюнули. Что-то я не понял, кто клюнул. Что за ребенок? Зачем ты вещи собираешь? Пашенька, я продаю твою машину. Что? Нахрена? Не надо ее продавать. Успокойся. Садись. Сейчас все объясню. Ну, попробуй. Через 3 часа приходит покупатель. Так. Смотрит машину. Все в порядке там. Мамаша, игрушки и всякое Мамаша, такое. какие игрушки? Ты чё? Ну не тупи. Я мамаша, ты купишь игрушки. Никто же не подумает, что их кидает мама с малолетним ребенком. А, ну да, точняк. Они заходят в квартиру, достают деньги. Ну, якобы пересчитать. Потом мы ждем нотариуса, потом я звоню тебе, и ты приходишь, и меня арестовываешь. Все. А, ну я понял. Лох не мамонт. Вот, не вымрет. Ну? Паш, ну где ты там? Ну сейчас. Слышишь, там в твою машину нужно детское автокресло поставить. Нафига? Ну как, у каждой мамаши молодой должно быть в машине детское автокресло. Ну ладно, сделаю я тебя молодой мамашей. Типун тебе на язык. Ну ты где там? Ну сейчас иду, усы доклею иду. Ну как тебе? А почему у тебя такой пистолет, а не ментовский? Ну ты чё, это же круче смотрится, смотри. Паш, ты идиот. Чё ты идиот? Ну потому что у них пистолет Макарова, а не это. Пойди поменяй. Блин, ладно. Слушай. Думаю, пока у меня костюмчик есть, может, поиграем в полицейского и преступницу? Паш, успокойся и соберись, а то все завалишь. Ты не переживай, со мной ты в полной безопасности. Паша. Блин, ну ладно. Ну а потом хотя бы поиграем. Посмотрим на твое поведение. Вот она, наша красавица. Попробуйте. В хорошем состоянии. Гаражное хранение. Правда, гараж мы уже продали.
А зачем продаешь, если не секрет, конечно, а? Ну как, какой секрет? Давайте. О! У нас дочка растет, и вот пополнение решили дом покупать. Чтоб дети росли, так сказать, в экологически чистой среде. И гараж, и машину продаем. Понятно. Тогда 1700, и мы берем прямо сейчас. И сами переоформим. Ну нет, давайте хотя бы 1800. Мне завтра задаток за участок отдавать. 1800, или я уступаю другим покупателям. Все, я пошутил. Договорились. Моему другу очень цвет понравился. Салатовый. Ну и хорошо. Значит, поднимемся к нам. Скоро нотариус придет, там все и оформим. Прямо на ней уедете. Дрот закрой, Алло, я не могу сейчас говорить. Я на этом, на спецзадании. Да, только тихо. Проходите, пожалуйста. Не обращайте внимания, там немножко не убрано. Знаете, дети и всякое такое. Вот сюда присаживайтесь, пожалуйста. Прошу. Нотариус будет с минуты на минуту. Зачем так долго ждать? Пойдем к другому нотариусу. Любой нотариус нам доверенность сделает. Как любой? Вы знаете, не любой. Машина бэушная. Какие-то нюансы я не знаю, но он знает. Ах, почему, да? А может, пока ждем, я деньги пересчитаю? Вы не против? Конечно. Да. Кому? Давай деньги. Ховертур, братья. Тут все. Да. Вы знаете, я правда в этом не разбираюсь. Я не отличаю от фальшивых. Вы только никому про это не говорите. Сейчас столько мошенников развелось, что оглянуться не успеете. Правда, Кам? Я думаю, тут все в порядке. Да. Он не отвечает, не слышит, наверное. Он? Ты же сказала, это она. Ну в смысле, он нотариус. Я в этом смысле, он нотариус. Хорошо, деньги оставьте. Я никуда, я здесь. Я думаю, сейчас минуты на минуту будет. Что-то мы долго ждем. Сейчас. Да вот я думаю... Так, а ну-ка всем оставаться на своих местах, лейтенант! Со мной идешь, 2 бойца работают лестницы! Так, быстро в комнату зашла, быстро, я сказал! Руки, так, чтобы я видел, руки к стене! Руки, я сказал, чтобы я видел! Отвернулся! Ты тут ни при чем. Понятно! Ну что, Сорокина, добегалась? Это известная активистка. Катя Сорокина, мы повернулась. Сейчас покажем, какая активистка. Вот, видишь? Мы за ней месяц уже бегаем. Что, давай, руки, пошла. Деньги верните. Так, спокойно. Сейчас сюда прибудет оперативно-следственная группа. Будете давать показания. Понятно? Хорошо, И не конечно. рыпайтесь отсюда. Конечно, конечно. Дом окружен. Хорошо. Давай, пошла. Блин, это было круто. Я чуть не обделался от страха. Капец, я тебе звоню, а ты не отвечаешь. Я не знаю, что думать. Этот мне, давай уже другого нотариуса звать. А у меня телефон разрядился. Прикинь, вообще по непонятным причинам. Фиг с ним, с телефоном. Ты мне скажи, почему ты пистолет не поменял? Да блин, чек я потерял. Без чека не захотели менять. Ой, Пашка, ну ты идиот. Просто можно было купить новый. Да ладно, ну про канал уже нормально, все. Мы с тобой прям как эти Бонни и Клайд. Мы с тобой круче. Я люблю тебя. А ты меня? Тоже. Слушай, а где мы с тобой сегодня? Ну, переночуем. Ну, в гостишку поедем, и вообще нужно квартиру новую снять. Ну, так да. Бабла-то у нас хватает. А у тебя рубли еще есть? Рубли? Ну да, вроде есть. А ты воды мне купишь? Я так переволновалась, пить хочу. Ну, конечно, такой стресс пережить. Тебе с газом или без? Без, если будет. Конечно. Здрасте. Здравствуйте. Мне, пожалуйста, бутылочку воды без газа. Шоколадку, самую дорогую. Есть такая самая большая. Отлично. И шампанское. Самое дешевое. 500 рублей хватит? Давай. Спасибо.
Бычков, ты как раз мне нужен. Ты прими, пожалуйста, у товарища заявление о мошенничестве. Вань, давай. Сидите. Антон Максимович, а что случилось? Классическая схема. Подали объявление о продаже автомобиля, стоимость в 1,5 раза занижена. Ну, естественно, ни машины, ни денег. Все. Где-то я это уже слышал. Так. Ну ладно. Так, кто из вас напишет заявление? Я напишу. Пожалуйста. Вы отправитесь на 2-й этаж и составьте фоторобот, хорошо? Я вас отведу. А форму тебе зачем, Бычков? Это... Погладить принес. В отделении? Ну да, а что? Чего тебе, Саша? Вот. Это рапорт об увольнении. Ты чего, с ума сошел? А ну-ка, сядь. Садись, садись. Ты что, обиделся? Нет. Оля, отпусти меня, пожалуйста. Я больше так не могу. Я ночами не сплю. Ну, какой из меня помощник? Да, Саш, я думала, мы друзья. Мы друзья. Ты же сама говорила, что я слабое звено. Ну, говорила ведь? Ну, я сам это прекрасно знаю. Я люблю прихвастнуть, там, ну, покрасоваться, женщины, то все. А это не мое. Я тебе русским языком говорю. Форма был полицейский. Вот такой, как у тебя висит. Один в один. Вот этот бандит со своей шалавой кинули нас на машину. Теперь ни машин, ни денег. Спасибо вам, товарищи, за бдительность. Вы очень помогли следствию. Фоторобот мы обязательно приобщим к делу. Только ты понимаешь, да, что бывает Я могила. Куда пойдешь? Да так зовут. В одно место. Счастливо тебе в одном месте. Свободен. Оля, я клянусь. Пожалуйста. Я услышал. Бычков, тебя укусила Куликова, и ты стал героем вампирской саги? Елена Валентиновна, вы знаете, я вас очень уважаю. Но вашего брата-придурка я на ремни порежу. Так, спокойно, объясни толком, что случилось. Этот идиот вместе со своей курицей развел гостей из солнечного Еревана. И сделал он это в моей форме. Вы понимаете, я теперь соучастник в преступлении. Так, а как у него твоя форма-то оказалась? Неважно. Что теперь делать? Заявление написано, фоторобот составлен. Так, ладно. Поедем ко мне, он должен быть у меня сейчас. По ее версии, основным злодеем в этом деле якобы был Черняев. Он осуществлял изъятие и подлоги в этом деле, а она только прикрывала ему задницу. То есть вы верите в то, что за всем этим стоял Черняев? Нет, конечно. У него кишка тонка такое осуществить. Да и Крестовский, я думаю, действовал по указу хозяина. И мне что-то, Ольга Валерьевна. Кстати, Черняев сегодня уволился. Видимо, ощутил, что жареным запахло. Да черт с ним. А вот место, которое вам Куликова указала как логово Креста, не совпадает с данными моих людей. Причем совсем не совпадает. Откуда вы знаете, какое место она указала? Убежать, Антон Максимович. Мы ее ведем 24 часа в сутки и очень внимательно слушаем. Что собираетесь делать? Я пойду навстречу. Грех на душу возьмете. Убить бандита – грех, конечно. Я не вмешиваюсь в вашу вендетту лично. Меня, честно говоря, не касается. Только давайте с вами не забывать, что мы здесь для того, чтобы выяснить, кто стоял за этой войной вокруг завода. Мои люди у нас под страхом. И вам спокойнее. И я отчитаюсь перед начальством. Вот номер. Ведите его как быстрый набор. Если вдруг почувствуете что-то неладное, тут же набирайте. Мои люди будут рядом. Мы войдем, пообщаемся с Крестовским.
Договорились. Кстати, Куликов действительно испугался. Имейте это в виду. Главное, чтобы он здесь был. Главное, чтобы он здесь был. Ты, гаденыш, ты что натворил, а? Ты что натворил? Я тебя по стенке размажу. Ты честь моего мундира зашкварил. Ты, гаденыш! Запятнал! Да какая, блин, разница? Я сейчас так врежу, у меня мозги на место встанут. Давай, убей меня тут, мне все Ты полюбуйся, что вы натворили, посмотри. Что я натворил? Тихо, успокойся. Меня бросила моя ненаглядная. Так, Ромео, Успокойся, не хорош говори. пугать. Ты что, еще не в курсе, что тебе статья уголовная грозит? И виновата в этом твоя ненаглядная. Ты моя хорошая девочка моя. Какая статья? Ну, посмотри. Мозгами пораскинь, если остались. Так, трезвеешь и срочно, судорожно думаешь, где нам искать твою эту Дульсинею. Это вот здесь Wi-Fi? Да, самый лучший в окрестностях. Я здесь часто ем и девчонок лайкаю. Не хочу девчонок. Паша, ты что, обалдел, что ли? Ну-ка сядь на место! Когда сейчас? Вам бы в цирке вдвоем выступать. Паша трюки будет делать, а ты откроешь свой прокат костюмов для ролевых игр. Так а я тут при чем, блин? Слушайте, хватит вам собачиться. Мы, по крайней мере, знаем, кого мы ищем. Ну что, есть интернет, нет? Да. Пельмени. Есть. Чай. Американо, пожалуйста. Вот смотри, на групповое фото выпускников САТИ Ирина Лифантьева. Правда, в ее профиль ВУЗ не указан. Слушай, там вообще никакой информации нет. Зато есть фотки, видишь, это точно она. Я ее наглый взгляд ни с чем не спутаю. Моя Так, ласточка. тихо. Паш, Вань, Паша. убери его. Смотри, Лен, а ВКонтакте она уже год не писала ничего. Ну, это не беда, можно по старой информации за что-нибудь зацепиться. Вуаля, пожалуйста. Так. Ссылка на мой профиль в себяшки.рф. Это ее профиль, и он активный. Вот видишь новые фотки? А вот буквально час назад. И явно же видно, что Рязанск. Вот, смотри. Вывеска обрезана. Буквально час назад. Отель Ют. Мотель. Отель Уют. Мотель Ют. Давай-ка мы погуглим. Сохранова. Это райцентр. Его еще этим, муха... Да знаю я в Рязанске вырос. Знаю, где находится этот Муха Сохранск. Так, Вась, скажи, пожалуйста, а у тебя в Себяшках аккаунт есть? Да. Я надеюсь, ты фотографии в форме не выставлял? Да нет, вы что, я только котиков туда выставляю. Отлично. Заходи в аккаунт. Как? Love Hunter 17? Да ладно, она тут вообще кавайка. Неожиданно. Смотри, что сделаем. Поставь ты кавайки пару лайков вот над этими фото. Ага. А вот здесь напиши комментарий. Тебя? Какие большие, Вань. Романтичнее надо. Глаза. Так. Учись, пикапер-теоретик. Блин, она вашу коммент сразу лайкнула. Вот так-то уметь надо. Я знаю, что она здесь. Чего вы прячете ее от меня? Ну, Паша, Ты дай давай. слушай. Ну-ка иди, сядь на место. Зараза такая. ну все, сижу. Ну и братец у тебя. Антон, я все понимаю. Пожалуйста, давай ее поймаем ради меня. Прошу тебя. Потом разберемся с этим оболтусом. Договорились. Значит так, Чубочков, ты положи пельмень-то. Доберешься сама? Я на обратном пути. Да, там и маршрутки, и такси, если что, возьму. Давай. Ну, эксцентрик.
Вайка. Лав Хантер, это ты? Он самый. Что-то не так? Да нет, я тебя просто по альбомам другим представляла. Ну, я надеюсь, тебя это не смущает. Люблю сюрпризы. А где машина? Как тебе? Золотые годы Америки. Антиквариат. Прикольно. Куда поедем? Мы, конечно, можем куда-то поехать, в какую-то кафешку. Но знаешь, здесь такая реликтовая совковая гостишка. И у меня в номере есть шампанское, а некому открыть. Я думаю, мы решим эту проблему. Люблю решительных мужчин. Ну что, скажешь тост? Я, пожалуй, не буду за рулем. Тогда перейдем к самому интересному. Так сразу? Конечно. Расстегни. Я припудрю носик. Буквально пару минут. Ключи. А ну стоять! Иди сюда! Дай ключи! Ты мне еще форму стирать будешь, поняла? Ты кто такой? Я кричать буду и полицию вызову. Полиция уже здесь. Опа. Бычков, я тобой горжусь. Да ладно! Блин, как она два номера сняла? Как сняла? Парик и фальшивый паспорт. Тоже мне Джеймс Бонд. Кстати, а где Паша? Какой Паша? А он где-то машину ищет. Машины нет нигде. Ирка. Надо было меня посылать, я больше в образе. Ваня, ты не в образе, а в типаже. Как так, Ирка? Идемте в машину. Паша, не раскисай. Вызывала? Как всегда, без стука. Да, Элина Валентиновна, вызывала. Дела просматривала. В том числе дело о мошенничестве с машиной. Как Амосов все аккуратно оформил. О Паше твоем ни слова нет. Но вот он не учел, что главное подозреваемое это еще у нас. Да, и она решила написать чистосердечное признание. И по ее показаниям, именно твой брат все организовал. Ну, у меня нет оснований этому не верить. Понимаешь, это очень неприятная статья. От 5 и выше. Что ты хочешь?
А вот это уже деловой разговор. Ты пишешь заявление по собственному желанию, а я, дать показания, рву прямо у тебя на глазах. Ну и, конечно, Амосову об этом ни слова. Ну, об истинных причинах твоего ухода. А почему же ты сама не хочешь меня уволить? Да как-то не хочется ссориться с майором Амосовым. Сейчас не время. А так ты ушла сама. Мало ли, какая муха тебя укусила. Лен, ты куда уезжаешь? Жила я как-то раньше, без работы, в полиции. То есть, Теперь живу. Поехали. а что случилось-то? Лен, а что ты молчишь-то? Лен! Лена! Что происходит? За что уволена Воробьяшкина? А кто тебе сказал, что она уволена? Вот. Почитай по собственному. Ты хочешь сказать, что ты здесь ни при чем? Амосов, да у тебя паранойя. Неужели тебе до сих пор непонятно, что мне плевать на твою Воробьяшкину? Это ваши отношения, сами их выясняйте. Антон, я тебе не враг. Я тебе креста сдала, понимаешь? Или ты забыл? Что, кстати, там по этому делу? Пока ничего. Ты мне из-за Воробьяшкиной мозг не выноси. Я и так из-за этого Крестовского спать не могу. Вот этим делом лучше займись. Я тебя понял. Понял? Угу. Всего хорошего. Антон? Ты в кабинете забыла фото. Я не забыла, я оставила. Места в коробке не хватило. Не хватило места? Да. Надо уметь выбрасывать ненужное. А, ну в таком случае тебе нужно будет выбросить у меня на глазах. А ты что, вино принес? Да, выпил, правда, глоточек. Ну, заходи, раз пришел. Ну что? Глухо. Видимо, в этом заведении звукопоглощающие панели и стекла. А еще купол висит. Глушилка. И телефон выключила, и аккумулятор вынула. Круто? Зачем у меня отобрали телефон, оружие? Свободно. Это для безопасности. Если люди Креста пасут Амосова, то почему нельзя предположить, что они могут пасти тебя? Рассказывай. О, а вот и коллеги. Товарищ Клещ с подельником. А они здесь откуда? Но, значит, не только наш маячок на машине Куликовой висит. Ладно. Им все равно здесь ничего не светит. Амосов идет навстречу с Крестом. Крест предупрежден, там место тихое. Я получаю анонимный звонок от моего осведомителя, что майор полиции захвачен уголовниками из банды покойного Крестовского. Поднимаю СОБР. В случае сопротивления открывать огонь на поражение. Ну и мой человек из этой же банды, он при виде СОБРа начинает палить. А дальше? Да, майор Амосов погиб при исполнении служебных обязанностей. Лен, скажи, ты почему уволилась? А достало все, знаешь?
Вечные головные боли, убийства, трупы. Ради чего все это, скажи мне? И я тебя достал. Антон, ну не передергивай. Ты же прекрасно знаешь, о чем я говорю. Когда РУВД руководил Альберт Иванович, это было другое дело. А под началом этой гадины я работать не собираюсь. Зато теперь, товарищ майор, вам не нужно искать повода, чтобы заглянуть ко мне в гости. Ну, тогда, может быть, мы выпьем без повода. И что дальше? А дальше мне нужно перестать лгать и понять, что держит меня в этом городе. И что же? Это не работа, не... Это даже не Дима. Я здесь только потому, что ты здесь. И поверь мне, некуда возвращаться. Я уже дома. При опознании трупов окажется, что бандитский авторитет Крестовский по кличке Крест не погиб 5 лет назад, как все думали, а все эти годы скрывался от правосудия и руководил, значит, своей УПГ, но был убит при задержании. Теперь мы понимаем, кто зверски расправился с сотрудниками Тулнефти. Красиво. А Амосов поверил, что всю эту историю с Крестом и его братом Черняев провернул. Да какая разница? Когда все уляжется, я с Черняевым разберусь. Или что он думал? Что если он уволился? Так соскочил? Так, а это твой человек в банде Креста надежный? Да шестерка работает в темную. Ну, погибнет во время ликвидации банды. Рисковая ты баба, Ольга Валерьевна. Просто скажи, что ты думаешь. Я думаю, что сегодня был очень эмоциональный день, и просто мы все под впечатлением от этих эмоций. И... Лен, дело-то ведь не в эмоциях. А дело в том, что я давно уже хожу на работу. Ради тебя. Я разгадываю дела ради тебя. Я думаю только о тебе, сам того не подозревая. Я думала, что ты уже никогда этого не скажешь. Антон, ты же говоришь, что я тебе не подхожу. Я же ведьма, мошенница и шарлатанка. Да я лгал. Я лгал тебе, сам себе. Антон. Что-то разволновался, не могу даже, черт возьми, пуговицу расстегнуть. А это вам не пистолет разбирать, товарищ майор? Как вам не стыдно? Ни капли. Я... Подожди.